Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Алексей. Мой ник Антаро Адун, и вы находитесь на самом прекрасном, атмосферном, дружелюбном и ламповом канале Hardplay. Ну или Hard Games, как хотите называйте. Сегодня мы с вами пройдем очередную серию Ведьмака, поэтому запасайтесь печеньками, вафельками, чаечками, кофеечками и чем-нибудь покрепче, кто что любит. Меня от напруги аж на кашель пробило. Так что всем приятного просмотра, дорогие друзья. Собирайте пап, мам, бабушек, дедушек, школьников, сопливых, везде всех собирайте. Добро пожаловать на стрим. Стрим вечерний проходит с минимальной долей мата. Так что всем приятного просмотра. Поехали! Мы с вами в Новиграде. Я вчера Ты дурак? нажрался, что сегодня до сих пор в башке гудит. 20-й месяц, принц. Здравствуйте. Так, что мы будем с вами выполнять? Что? Не слышу. Так, слушайте, я предлагаю дальше топить костры Новиграда. Ну, типа, поговорить с нищим о короле нищих. С нищим о короле нищих? Енот, спасибо огромное. Пойдемте найдем нищего. Не прикасайся ко мне. Че это? Хочу и трогаю. А где нищий? Не понял. Поливать? А, тут для дебилов отмечено. Понимаю. Пожертвуйте ветерану сражений с черными. Где С кем? сражался? Тогда в Ангрине, а в эту войну в Цидарисе и на берегах Понтера. Пожертвуйте. Давай, работяги, ладно, дадим. Возьми. А теперь ты помоги мне. Мне нужно найти закоулок, который тут зовут Гнилой Рощей. Это очень важно. Ничего я не знаю ни про какую рощу, а про гнилую и подавно. Я не садовник. Не Это понял. очень важно. Оставьте меня. Ничего я не знаю. Я бы уже давно была обратно в Фонтване. Один раз так набрался. Я не понял, я что только что 30 монет просто так отдал? Пожертвование. Ты вообще понимаешь, что ты сделал? Ты... Я не понял, он что, только что обворовал... Что? То есть он сейчас реально взял и, так скажем, обворовал уважаемого человека, то есть меня? Помоги, сжальтесь, господин, над горькой Господь долей. Бог поможет. Помогите бедолаге. Я не ел уже 3 дня. Ага, ясно. Я дам тебе крону. И то ладно, сударь. А то с голоду у меня желудок к кишкам прирос. Но я могу дать тебе и больше, если скажешь, куда ты относишь весь дневной заработок. К хозяйке моей. Попробовал бы я иначе. Ха! Не ври, а то ничего не получишь. Я Надо же бы канать. честный, как ребенок, господин. Ага, и рожи Я у вас знаю, одни и те что же. ты платишь дань королю нищих. Как по мне, пусть король нищих себе в гузно свою корону засунет и скипетром подтолкнет. Куда Гроша он засунет? от меня не получит. Ты очень смелый или очень глупый? А что он мне сделает? Ноги переломает. Милости просим, калека в 2 раза больше зарабатывает. Я так понял, сломанными ногами дело не кончится. Тогда, может, дашь немного монет для будущей вдовы? Кого? Ты ничего 50. мне не сказал. Потому что ничего не знаю. Засим прощаюсь.
Тут можно столько бабла оставить, что... Вечером вместо была. Сперва сына у меня убили, а теперь на улицу выкинут. Слышите вы, черти полосатые. Где? Вечный найдется милостынька для убогого. Хромой? У тебя где пачка шире плеч. Обеими ногами владею, а руки, что твоя мельница, о, как махаю. О, гляди, о! Я, видишь, умственно помешанный. А, И давно это помешательство? А с рождения? дурачок, Вот ясно. здесь у меня помешательство. Вот. Ансап. Сейчас рукой вам покажу. Видал? Как рукой Это те, показываю. кто на канал не подписан. По-моему, ты здоров, как лошадь. Жрецы меня смотрели, и знахарь, и сказали, что я помешанный. Неправду Ясно. тебе сказали. Мне-то все равно. Люди милостыньки не жалеют, нравится им, как я показываю. Вот здесь, здесь. Ну, главное, ты счастлив. А то. А больше всего я люблю, когда у меня кто дорогу спрашивает. Я показываю его как. Я-то город знаю, ой, знаю. Ты, наверное, знаешь, где место под названием Гнилая роща? Я знаю. Да я там живу. Это там. Вот туда. Туда. Вот. Да? Там это где? В квартале у шлюх есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка платила подсвинков. Кого? Ну, если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то несложно. Послушай, старая чушка плодила подсвинков, а? Благодарю за помощь. Ты идиот. Ветеран. Подайте-ка. А чё, посидеть нельзя? Ты идиот? Сидеть нельзя. Идиот. Ар. Это ж ясно, как вечный огонь. Так, F5. Старая какая-то пожилая чушка, короче, кого-то плодила там. Тяжкие времена сейчас. Ни хрена себе здесь ворота. Тук-тук, мазерфакер. Открывай! Открывай. Сова, медведь пришел. А ты кто? И чего здесь хочешь? Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки, 2 меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Входишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Нихера тут город в городе? Сменял стрижа на ежа. Я люблю нюхать. Я люблю пиццу. Старая чушка плодила подсвинков. О, добро пожаловать в нашу рощу, брат. Не брат ты мне. Ни хрена себе, да тут квартал в квартале. Слышь, да здесь просто здесь... У них здесь... О! Ха-ха! Давай-ка сюда. Карту мне. Я хочу сыграть Ведьмаку в заплатите! Вот если 10 тысяч лайков поставить, я вам на следующий, знаете, как спою? Знаешь как? У меня голос як у ангела. Мне так мама говорит. Не моя правда. Ну ничего. Бан. Бан. Так, что тут у нас? Лук, 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 лук. Нифига. И мистер Дудец. А, спасибо. Он проиграл. Хотя... Бля, там чудовище, что ли? Поехали.
Нихера себе. А что, так можно было? Ну ладно. Это у нищего? Это у купца такая колода? В смысле? Нихера себе, купец. Нормально все у вас вообще с лицом в целом, в общих чертах? Ну так, чтобы я понимал. Давай, заберу этот. Раз уж вкинули карты, давай заберем. А, Грифон еще и остался. Вообще великолепно. Просто красиво. Так, ваш ход. Давай попробуем затопить. Ой, бля. Давай просто его забайтим. На карты. Давай забайтим просто его. Нормальный купец. Понимаю. Понимаем. Несите трон, все, next выиграем. Все ясно все. Спасибо, ребят, за донаты. Спасибо вам большое. Спасибо за поддержку. Я рад, что вам нравится. Братан, да что у тебя за карта? Я не пойму, ты кто вообще такой? Что ты такое вообще? У тебя там что за колода-то, я не понимаю. Ты вообще, ты кто вообще? Что ты такое? Ты... Чел, ты вообще чел. Несите трон. Вика, хай, my baby bon. Вик, меня только что, так скажем, употребили. Ну так, слегка. Ну, присунули. Ну, в смысле, трахнули. Что? Объем сидельной сумки 100. Что? Кого? Погоди-ка. 100? Прощай. Покажи мне свои товары. Слышь, родной. Ну-ка, папе, дай-ка вот эту штуку сюда. Прощай. Эх, вот бы с Викой постримить. Да, там пригласила бы на лайвстрим, ну да. Да, конечно. Ну, если бы, конечно, она пригласила, да, было бы классно, конечно. Да. 160 грузоподъемность. Что-то мне не нравится у них здесь. Благодарю, господин. Смотри, что я нашел, мама. У меня какое-то херовое предчувствие, если честно. Здорово, орлы! Наверное, Это я не вам, пора кое-что петухи. прояснить, чародейка. Самое время. Мы Это в с смысле? моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из Трис? храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы.
Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Очень Мне было хорошо. интересно, сможешь ли Маяк ты сюда ста. добраться, ведьмак? Ты говоришь так, будто Моя. у тебя ко мне дело. Кто знает? В наши времена тот, кто носит два меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Так послал бы ко мне какого-нибудь подручного. Я хотел посмотреть, как ты справишься. Одно дело умелый, другое еще и ловкий. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовид со своими охотниками за колдуньями поддергивает. Я думаю, что он просто Мнимая наверх бабки власть башляет и меня все. не интересует. Че тебе надо? Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж про святость Вечного Огня хорош для детей. Вот здесь соглы, кстати. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей, а прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Ты так близко только ко мне не Я подходи. рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних, потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Слушай, ковер у него топовый. У меня у бабушки такой был. На полу, правда, лежал. Что у кого тебя с был ним такой за же уговор? ковер? Он тебя Плюс использует? чай. Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким человеком и должна была начать. Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Мне кажется, у всех был такой ковер где-нибудь. Или в деревне, или еще где-нибудь. В смысле, был. У меня, говорит, и сейчас висит. Я так понимаю, ты Ковер в топ. Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать, кто может что-нибудь знать. Пойдем, подумаем. Ля-ля-ля. Флекс. Флекс пошел. Чем больше пью, тем больше ты. Я тебя тоже. Меня все любят, видели? Это он мне сказал. Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так, иду я с мешком вдоль канала, смотрю, а тут прямо навстречу мне выходит трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди, у меня полный мешок магикалий,
А эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул, так что поищи, думаю, он найдется. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Я достану. Я любитель в тренды заходить. Где ты выбросил сверток? Рядом с журавлем, у второго мостика от порта. Чё? Не ожидала такого самопожертвования. Я все равно хотел освежиться. Пойдем. Пойдем. Стойте, слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил. И ничего. А потом оказалось, что он боится щекот. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами, через подвал. Береги себя, умник. Короче, они постоянно на стреме сидят. То есть они понимают, что в любой момент будет ГГВП. О, парни. Что мне так подсказывает? Здорово. Нихера себе, это что такое? Ну давай. Жестко. Хорошо. Ого! Ого! Значит, выход здесь есть. Умник не стал Нихера их себе, подманивать. погребок, На погоди-ка, этом мать. должен быть выход, чтобы открыть тайный Тихо, проход. тихо, 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 тихо. Нифига, слышь, мать, ну-ка подожди-ка. Это что за аттракцион неслыханной щедрости-то такой? Доспехи. Предмет мастера. Не шутя. В смысле вор? Я просто взял. Че, посмотреть нельзя? Идиот. Че она сказала? Что-то там... Используйте ведьмачье чутье. Вот, стоп. Новиград когда-то был вольным городом не только по названию. Поэтому после Что? резни в Локмуине чародеи прибывали сюда толпами. Нифига Думали, себе что выход. спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня до вподня. Новиград стоит на деньгах. Где-то здесь и должен быть сверток. Если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования. И что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Да вы что, угораете, что ли? Вы типа серьезно? Я у мамы водолаз. Слушайте, да я вообще не против, в принципе, поплавать. Сверточек. Да. Я думаю, нас сейчас примут, мы тут доплаваемся. Так, а ну-ка, секунду. Шляпа, шляпа. Чего интересного. Прям как в Москву реку прыгнуть, не говори.
Ну как, нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори и обломки лодки. А, и вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Вижу, ты в своей стихии. Спасибо за Ты подписку, еще ребят. помнишь, в чем заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была. Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Ребят, Теперь стрим не я лагает, тоже ничего, могу тебя все использовать. четенько, картиночка красиво идет. Кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Все кошерно. Привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Тебя это смущает? Че, Ради пацаны вечного вообще, огня ребят. нет. Я просто удивился. Вдвоем вы справитесь в 2 раза быстрее. С виду вы настоящие мастера. С чем справимся? Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания — серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна. 300 крон? Настя, спасибо огромное. Спасибо, дорогая. Что? Половина! Ты купец, значит, основную заповедь торговли знаешь. Конечно. Хорошая работа, хорошая оплата. Половина сейчас, половина после. О, ты много хочешь. Я ведьмак, и поэтому знаю, что заказчики говорят до работы, а что потом. Ладно, ладно. Вот вам задаток. 150 крон. Слушай, Трис, у меня там дела. 300. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Ну, кому надо, тот пусть и раскладывает, а я, в принципе, в бордель пошел. Спасибо, здравствуйте. Я, в принципе, Я так займусь подумал. одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Так вот же они. Следы мантикоры, но следы крыс. Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском совете. Но моего короля убили. Ищи щели, выходы. Так, мы расставим ладно. Щели я а могу. что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. Ага. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет. Не ной. В смысле? Да где у них лазейки-то? Вот, похоже, нужное место. А, ну Мне и там нравится еще. мне этот тип. Брандон? Мне тоже. Слишком он жирный. В смысле, у него кость широкая. У кого, ребят, тоже кость широкая, плюсаните, пожалуйста. Я все. Тогда готовься к магическим фейерверкам. Сейчас я подожгу ладан, и у нас будет минутка поговорить. Окей. Да. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком Привет темно. всем, ребят. Привет. Добро пожаловать на стрим. Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Темерии до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... Смирившийся. Пикап-мастер от Hardplay, чекайте. Я боялся встретиться с тобой. Думал, это будет неприятно. Полгода назад мы сказали друг другу все. Проверяйте. Я не хочу к этому возвращаться. Я не возвращаюсь. Просто одно дело говорить, другое делать. Мы решили, что останемся друзьями. Я надеюсь, этого ничто не изменит. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? В принципе... Первый... Я ничего не знаю.
Я пока не знаю. Я и в суде так скажу. А что именно тебя интересует? Сань, привет. Неважно. Я уже все поняла. Спасибо. Хорошо, Саш, спасибо огромное. Эх, вот бы сейчас мой просто Саня бы вернулся. Ну да. С Юлькой там. Как в старые добрые. Ну да, конечно. Пацаны, в бараке крыса завелась. Пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Сделал. Геральт, это... Я знаю, кто этот Рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. А, я Ну, 150 Миша, бачей твои с него друзья взял. тут Давай вторую половину денег и разойдемся с миром. Не тебе мне А вы, брат. ставить условия, мутант. Не лезь в это дело. Мы пришли за ведьмой. А придется иметь дело с нами обоими. Сюда идем. Геральт, Воля твоя. Чекай, сейчас Ладно, лицо отлетит. поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот Давай. и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. Помянем дурачков. Сразу, на, врывай! Опа! Бля, лагерь. Так, врывай! Да! Я у мамы ММА! Не понял? Ля, тварь. Обидно, да? Кто? Опа, что, горим, да? Ха-ха. Неждан. Пожилой кульбит. Ай! Лагерь. Ай-яй. Лагает. Опа! Бывает. Бывает, и сборная России забивает. Брат, ты, по-моему, немножко голову потерял. знаешь, что не будет мне платить. Меня обманули, как дитя малое. Если бы не ты, надо найти Брандона. Хотел на прогиб взять, но потом подумал, что это будет слишком эпично. А где наш толстенький дружок-то? Здорово. Нет, не убивайте, сударь. Они меня заставили. Если Волшебный бы я палец не сказал, они бы хардплея. спалили мне дом и лавку. Нагинайся, брат. Охотники на колдуней жалости не знают. Пощадите меня, добрый человек. 300. Не уподобляйтесь этим кровопийцам. 300. Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Спасибо за подписку. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Тир 2, спасибо. 500. Хорошо. Вот вам. И взял бабе, все отдал. Теперь пшел отсюда. Пшел вон! Спасибо, Геральт. Собака. Береги себя, бэйба. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь, я все думаю, кто бы нам помог с Цири. И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Кто? Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. А хотелось бы поговорить за бабосики. Бабуськи. Денежки. Монетки. Рад был снова тебя увидеть. Хотелось бы узнать. И я, Геральт. Там вот 500 монет он дал. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в Обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Сейчас мы сначала заглянем к очень способной, мне сказали, девушке. Сказали, очень способной ученице.
Ну, а после там посмотрим, там как пойдет уже. Так, ладно. Мы не об этом. Так, тихо там. Объем сильных сумок увеличится на 60. Пока мне это не надо. Вместо та-та-та-та-та. Что-то я здесь хотел прокачать такое важное. Что-то прям важное. Ты. Не, ну типа на максимальном уровне сложности, я думаю, что прям просто плюс 500 хп меня вообще сейчас никто не убьет. Я не знаю, там, чтобы меня убить, это надо, ну, прям очень сильно постараться. Просто, ну, на смерть уровень сложности надо. Слушайте, мне здесь вот ребята сказали, пройдись-ка ты по каналам. Давайте, что я проплыву, я человек не гордый. Может, что-нибудь еще найдем? Я здесь, короче, не проплыву, потому что мне наверх, да, надо? Что мне теперь делать? Ладно, добро, не в этот раз. Я бы, кстати, сейчас устроил заплыв. Говорят. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер. О, банкир. Из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал, все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты меня впустишь? Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. Уважение, брат, спасибо. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Ага. Что-то прям стыдно стало. Знаешь, я как чиновники наши, вот стыдно, но все равно ворую. Но он же не бедный. Я просто возьму и потом отдам. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. Я как Робин Гуд. Положи. Умоляю. О, это же этот зябл наш. Как его? Как его этот чудик? Как его? Прибожик или как она эта херня называется, неведомая? Как его этот Енчик-то наш? Проснись, это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Ивасик, да-да. Чё? Так, пора заглянуть на чердак. Кукла-чердак. Кукла-чердак, сундук. Не делай этого. Блин, не могу остановиться, извините, ребят. Извините, пожалуйста, не могу остановиться. Не могу. Не могу, у меня помутнение Помутнение сейчас какое-то в глазах, и я прям почувствовал... Это кровь. Не проливай ее. Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. Я не могу, я когда вижу столько мест для дропа, и мне плохо становится сейчас. Я сознание сейчас потеряю. Не понимаю, все как в тумане. Все как в тумане, просто... Понял.
Тук-тук, ёпта. Не, ну здесь как бы, Ребят, извините, пожалуйста, я просто, ну, не могу просто. Нет. Что-то какие-то эти флешбеки накрывают. Тряпичная кукла. Я потом верну, ребят. Я правда верну. Перестань! Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Так, ну-ка тормози. Там я какой-то рисунок подобрал. Лист с поспешно нарисованной кроваткой. Похоже, это детский рисунок. Ну, типа человечек, кроватка. Странно все это. Кукла. На рисунке она лежит в колыбели. Может, стоит найти колыбель? Умоляю! Это кровь! Проливай ее! Я забрал у богатых и отдам бедным. А я бедный. Что вообще, блядь, происходит? Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. В таком случае ищем печь. Печь, подвал. Ну, я типа не знаю. Ну, наверное... Печь это, наверное... Перестань! Отойди отсюда! Не делай этого! Здесь же. Оставь! Тут чердак. Слушай, там был вход в здесь где-то вот подвал был. Я еще думаю, надо зайти, сундук какой-нибудь осмотреть надо сундук. На наличие, так скажем, привидений, там разных вот этих вот. Ну, в принципе, ожидаемо. Ну, это печь, кстати. Там за стеной еще что-то было. Испугался? Я тебе сейчас голову проломлю. Ну, испугался ведь? Вижу, что испугался. Такой отважный, а испугался маленькой Сары. Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Так, где-то у меня здесь Ирден есть такой знак. И меч серебряный. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как прибожек. Ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя у сновидящей кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу. Сейчас в нехочухию поедешь. Так, девочек бить нельзя, поэтому давайте подоговоримся. Новиград — это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое, давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят, и заклятие с него снять не получится.
Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он мне поверит. Да. Сделай так. А я обещаю, что не буду мучить твою подружку. Ни-ни, ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Даже прибожики это заметили. Вы-то мне никогда не говорите, что я красивый, поэтому... Хотя бы в игре послушать. А, ну да, Акси. Ага. Не понял. Это что за... Нихера себе! Янтарь! F5. Сапоги убийцы. Реликт. Not bad. Ого. Я как этот Миша Боярский в лучшие времена. 3К чертей, все дела. Там на кровотечении, в принципе, наверное, для меня это более актуально. Наверное. Не, ну там прям плюс к урону неплохой. Бля, дурачок. Так, она там на втором этаже, да, вроде где-то тусуется? Ты кто? Меня прислала к тебе Трис Маригольд. Мамочки. У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Руки на ствол. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме «Золотой осетр». Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. И ты что, посыльный, что ли? Алло. Я ведьмак. А мне надо заплатить чеканной монетой. Татара-татара. О! Я видел, что госпожа Тилли вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? Но мое мнение... Не, ну карточный долг дело чести, как бы, ребята. Я думаю, что прибожик это или нет, но мы договорились. А уговор, братцы, дело чести. Так что... И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Обещал, обещал, ребят. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. Я же говорю, это же не какой-то там, знаешь, остался там, Истина такова, что знаешь, мы уже зависим от бедолага условий. какой-то, которому жить нечего. Экономически. Я осуждаю вот эти его слова, вот эти.
Так, с Кариной в Золотом Осетре. Значит, там кто-то... Бродяга. Ну и ну, вот так чучело. Чё? А, это он про себя, ну тогда ладно. Да нет же. Да тю, ёпта, как забраться сюда? На Скеллиге? В твоем возрасте? И во время войны? Да ты с ума сошел! Что это за Любой тип? тебе скажет. так, что когда проиграете... Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Наберут по объявлению. Не вполне. А в чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а за море. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную, самую ценную и редкую. Да у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Не, ну теперь 2 войны я чувак всё прошел. изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Давайте возьмем Затея квест. безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге у развалин моста под Аренбьерном. А тут Какую еще жемчужину пара я не шагов до услышал? лагуны, где черные жемчужины и родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Слушай, ну... Как же задолбала его эта дудка. Бро, ну я так отдыхаю, я не парю нигде в других местах. Просто на стриме я отдыхаю, так что, ну... Если ты очень плохо к этому относишься, ну... Сорян. Типа... Я не бухаю просто. Ха, смотри! Смотри! Просто изи Я карта. не голоден. А вот в Гвинт сыграл бы с тобой с Смотри. удовольствием. Смотри. Сейчас просто залетаю вот так вот просто. Вообще в муку разношу просто девочку. Смотри. Смотри. Смотри, сейчас просто вообще сейчас. Он даже не поймет, что произошло. О-о-о. О-о-о. Так. В смысле, он и лучник, и пех? Это типа карту можно разместить как сюда, так и туда? Давай подрежем у него карту. Чпоньк. Та-ра-та-ра-ра-ра-ра. Сука, хитрая, а. Давай их скинем, в принципе, можно. Выманим у него карт побольше. Угу. Обраточка прилетела. Кстати, с рукой мне не очень повезло, на самом деле. Дудка. Зачем? Не, он, может, конечно, там еще что-то туда накидает, но... Где смысл-то? Окей. А, то есть ты прям под дудку, да, хочешь рубиться? Давай еще с него карт дерну.
Понимаю. Здесь даже топить нет смысла. Так. Знаешь что, мне надо вот эту карту мне надо убрать. Потому что у меня есть ачивка. Мне ее надо убирать. Я только сейчас об этом задумался. А мне ведь в комментариях писали: Лех, есть ачивка, убери мглу, поставь другие карты. Ну, я просто его могу вот так вот сделать и все, чтобы карты не тратить. О, брат. Сейчас посмотрим, что у него там припасено. Блять, начинается, а. Ладно. Главное, чтобы у него дудки не было. Дудка будет, я проиграю. Ну все, это жопа. Это ГГ. Он просто сейчас карт нарегенит и все, я ничего не сделаю. Хотя... Ну, не знаю. Ну, единица, да, получается? О как. Давай, чтоб наверняка, наверное. Давай наверняка вот так сделаем. Смотрим. Бам. Надо мглу убрать. Так, что он мне дал? Кому? Гуль. Гуль. О, вот это мне нравится. То, что он за собой еще призывает 150 разных карт. Что принести? Так. Давайте-ка Покажи еще мне свой посмотрим. товар. О как! О как! Еще из этих Скай-ТЛ. Короче, эльфов еще карты дает. Выберите одну карту из вашего отбоя. Да ладно! Это у Нильфгарда такие карты есть? Слушай-ка. А у меня там случаем... Слушай-ка, а у меня там случаем эльфов колода не набралась ли? Погодите-ка. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мглу вообще полностью убираем. Мы еще возьмем Весемира. Слушай, Нильфгард тоже тут потихонечку прибавляется. Потихоньку, помаленьку. Так. Мне так чисто поржать. Сколько у меня вот этих карт уже? Слушайте, а здесь уже, ребят, колода набирается. Общая сила карт отрядов 60. 104.
58 Нильфгард. Не, ну вот этих вот вообще мало прям. Чудовищ у меня очень мало. Ну, затащили F5. А чё там? Я у мамы миксфайтер. Я вижу претендента. Мастер Кройверх приветствует претендента. Геральт приветствует мастера Кройверха. Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Нифига себе. 80, ну Можно давай. подраться и с этим вашим Георгом. Внимание, внимание! Так. Вот этот ведьмак выйдет на ресталище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Копром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Давай. Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. О! Главное, слушай, что тебе говорят. Не-не-не. Фаерплей, брат. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Не, брат. Всего доброго. Целуй меня в жопу, мастер Кройверх. Ты об этом пожалеешь. Это лайк. А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Поцелуй мою Котёр. залупу. Пусть победит сильнейший. Нихера себе, Иннокентий, ёпта! Слышь, я передумал! А! Ёпта! Чё ж ты сразу не сказал, что это Гриша? Ну давай! Ай, блядь! Ты тут дурак, что ли? Пора заканчивать. На! Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт. Вот твоя награда. Еще можно подраться с Арчибальдом О'Нейлом. Он обычно где-нибудь у входа в трущобы. А, окей. Есть еще Мортимер, капитан стражи. У него пост у Оксенфурдских ворот. Ну, типа, изи бабки, изи опыт. Спасибо. Ну-ка, щеманись Дайте отсюда. же вы мне все отдых успокою. Так. От рома и ужина не отказывай. Извините, пожалуйста. Ну и вонища. Пора в море возвращаться. От тебя говно и воняет. Дадова. Здесь я с ним. В жизни не видел, как работают анейроманты. И я Слышь, буду первый тебя раз слышу. направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. После Второй войны с Нильфгаардом Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. И забрал ее в Каэр-Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на развалинах стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что
плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй. Тогда я слушаю. Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене. И после того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал: пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личные воспоминания. Ты хочешь продолжить? Давай продолжим. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить. Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Йеннифер учила ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожой пространства и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йен. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса, скрытые эмоции. Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть. Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Йеннифер не была в Новиграде. Была Трис, но Цири ее так и не встретила. Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились.
Короче, какой-то подвал. Взрыв, он куда-то бежал. Больше ни хера ничего не понял. Сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Спасибо за Спасибо, помощь. Удачи, Татарин, ведьмак. спасибо тебе огромное. Надеюсь, Спасибо в что ты очередной найдешь раз, свою брат. Цири. Добро пожаловать на стрим. И всех остальных, ребят, приветствую, welcome. Welcome, друзья мои. Вы знаете, я бы, наверное, на этом моменте остановил эту серию, потому что серия получилась довольно насыщенной, и сразу бы сделал еще одну, друзья мои. Ну а все, кто смотрит этот видеоролик на ютубе, будет смотреть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылочку на плейлист найдете внизу в описании, так что держу вас в курсе, не забывайте подписываться на инстаграм, ну и оповещалки о стриме, также подписывайтесь на канал твича. Пока-пока, удачи! Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.